Утро в Кейптауне всегда начинается одинаково для тех, кто привык мерить жизнь шагами вдоль кромки прибоя. Атлантический океан, холодный и беспокойный, с шумом выбрасывал на белый песок полосы бурых водорослей, обрывки пены и мелкие ракушки. Небо только-только наливалось нежно-розовым, предвещая ветреный, но солнечный день. Эмили бежала в своем привычном темпе. Шум волн заглушал дыхание, а прохладные брызги приятно освежали лицо. Этот утренний бег давно стал для нее своеобразной медитацией, способом остаться наедине с природой до того, как проснется огромный город. Пляж казался совершенно пустым, если не считать крикливых чаек, круживших над самой водой в поисках раннего улова. Вдруг ее взгляд зацепился за странный предмет у самой воды. Сначала Эмили показалось, что это просто крупный кусок гладкого темного дерева или старый выброшенный штормом пластиковый буй. Но что-то в очертаниях этой тени заставило ее замедлить шаг, а затем и вовсе остановиться. По мере приближения силуэт обретал пугающе знакомые формы. Это было живое существо. На мокром песке, прямо там, куда докатывались лишь самые сильные языки прибоя, лежал маленький пингвин. Его положение выглядело пугающим. Голова несчастного была практически полностью зарыта в мокрый, тяжелый песок. Он не двигался. Сзади него тянулся смазанный след, словно волны долго волокли его по дну, прежде чем окончательно оставить на произвол судьбы. Сердце Эмили бешено заколотилось. Она знала, что капские или африканские пингвины, гордость и символ этих мест, сейчас находятся на грани исчезновения. Увидеть одного из них в таком беспомощном состоянии было настоящим ударом. Она понимала, что действовать нужно быстро, но трогать птицу голыми руками, не зная характера повреждений, могло быть опасно как для нее, так и для самого бедняги. Оглядевшись, она заметила на спасательной станции неподалеку 2 человек. Одним из них был дежурный сотрудник первой помощи, а второй — Кэтрин, ветеринар, специализирующаяся на дикой природе. Эмили, задыхаясь от бега и волнения, бросилась к ним. «Там пингвин!» — крикнула она, указывая в сторону полосы прибоя. «На берегу! Кажется, он задыхается! Его голова в песке!» Кэтрин и спасатель не теряли ни секунды. Схватив плотное полотенце и специальный ящик для транспортировки, они побежали за Эмили. Когда Кэтрин опустилась на колени рядом с маленьким тельцем, ее профессиональный взгляд тут же принялся оценивать ситуацию. Птица была крошечной, перья покрыты солью и налипшим песком. Кэтрин аккуратно, стараясь не совершать резких движений, освободила голову пингвина из песчаного плена. В этот момент произошло маленькое чудо, заставившее всех присутствующих затаить дыхание. Почувствовав свободу и свежий воздух, пингвин слабо дернулся. Он приподнял голову, стряхнул с клюва мокрые песчинки и сделал глубокий, судорожный вдох. Его круглые черные глаза приоткрылись, в них читался сильный испуг, но вместе с тем и искра жизни. «Он дышит», — тихо с облегчением произнесла Кэтрин, осторожно придерживая птицу. «И, кажется, он не так уж безнадежен. Главное, у него есть силы бороться». Опытные руки ветеринара быстро прощупали крылья и лапы. Пингвин был истощен и сильно напуган, но Кэтрин сразу поняла. Перед ними не хронически больная особь, которая месяцами угасала от какой-то внутренней инфекции. Это был крепкий молодой пингвин, с которым явно случилась внезапная беда в океане. Возможно, он отбился от группы, попал в сильный шторм или столкнулся с хищником. Чтобы защитить птицу от холодного ветра и лишнего стресса, Кэтрин бережно завернула ее в мягкое полотенце. Пингвин попытался слабо зашипеть, защищая свою территорию, что ветеринар сочла отличным знаком. Если дикое животное пытается огрызаться, значит, у него еще остались жизненные силы. Завернутый в кокон из ткани, как младенец, маленький путешественник был аккуратно переложен в просторную картонную коробку. Ему предстоял путь в ветеринарную клинику, где его ждал полноценный осмотр.
Ветклиника встретила спасателей стерильной чистотой, запахом медикаментов и ярким светом ламп, который заставил пингвина зажмуриться, когда его осторожно достали из коробки. Для Кэтрин и ее коллег началась привычная, но от этого не менее ответственная работа. Каждая спасенная особь этого вида была на вес золота. Первым делом птицу поместили на специальные весы. Пингвин сидел смирно, слегка покачиваясь из стороны в сторону и недоверчиво поглядывая на людей в белых халатах и перчатках. Стрелка весов замерла. «Вес в пределах нормы для его возраста», — констатировала Кэтрин, делая запись в журнале. «Это подтверждает мою догадку. Голодать он начал совсем недавно». Однако самое сложное было впереди. Детальный осмотр на наличие скрытых травм. Кэтрин и ее ассистент Крис аккуратно развернули полотенце и начали исследовать плотное оперение птицы. Пингвин вел себя на удивление спокойно, словно понимал, что эти странные двуногие существа не желают ему зла. Он лишь изредка поворачивал голову, следя за движениями рук врачей. Вскоре Крис указал на нижнюю часть тела птицы. На животе, скрытая под намокшими перьями, виднелась рана. При более детальном рассмотрении врачи обнаружили еще несколько повреждений на крыльях. Характер отметин говорил об одном — на пингвина кто-то напал. «Похоже на следы зубов», — задумчиво произнес Крис, обрабатывая края повреждений. «Возможно, на него пытался поохотиться морской котик или крупная хищная рыба». Кэтрин внимательно осмотрела глубину порезов на животе. К огромной радости всей команды рана оказалась поверхностной. Зубы хищника лишь слегка рассекли кожу, не задев жизненно важные органы и не повредив внутренние ткани. Пингвину невероятно повезло. Его плотное оперение и толстый слой подкожного жира сработали как естественный бронежилет, приняв основной удар на себя. Из-за полученного шока и усталости от борьбы за жизнь в воде он просто обессилел, и его вынесло на берег, где он и зарылся носом в песок от безысходности. Раны были тщательно продезинфицированы и обработаны специальным заживляющим составом. Чтобы предотвратить возможное развитие инфекции, птицы ввели поддерживающие препараты и комплекс витаминов. Пингвин перенес все процедуры стоически, лишь один раз попытавшись ущипнуть Кэтрин за палец своим острым клювом, что вызвало улыбки у медицинского персонала. «Ну что, малыш, ты настоящий боец», — ласково сказала Кэтрин, поглаживая его по гладкой голове. «В целом состояние оценивается как стабильное. Ты поправишься». После завершения всех медицинских манипуляций спасенного перевели в реабилитационный блок. Здесь созданы все условия, имитирующие естественную среду, но без угроз в виде хищников и штормов. Впереди у маленького пингвина было несколько недель покоя, качественного питания, в основном свежей рыбой, богатой необходимыми микроэлементами, и регулярных осмотров. Процесс реабилитации таких птиц — это тонкая работа. Специалистам важно не просто залечить физические травмы, но и сохранить у дикого животного страх перед человеком и навыки выживания в дикой природе. Пингвин не должен стать ручным, ведь его дом — это суровый и прекрасный океан. Кэтрин знала, что уже через пару-тройку недель, когда раны полностью затянутся, а силы окончательно вернутся, коробка с пингвином снова окажется на том самом пляже. Но на этот раз сценарий будет совсем другим. Дверца откроется, и маленький капский пингвин, уверенной забавной походкой, направится к родной стихии. Он шагнет в набегающую волну, расправит крылья, превращаясь из неуклюжего сухопутного создания в стремительную подводную птицу, и исчезнет в бескрайней синеве Атлантики, вернувшись домой. А пока он отдыхал в своем временном вольере, умиротворенно прикрыв глаза, и его мерное дыхание свидетельствовало о том, что самая большая опасность в его жизни осталась позади. Спасение одной маленькой жизни на огромном пляже Кейптауна стало очередной важной победой в борьбе за сохранение целого вида.